К нам приедет барин, нас рассудит. Люди сами не пытаются решить. Менталитет у нас другой. Гарантом всего в понимании людей является Путин. Государство за меня решило, да? Государство мне и дало. Если бы не было там долгов, той же ипотеки с кредитом. Царь добрый, бояре плохие. В среднем россияне платят государству аж 46%. Это платит работодатель, поэтому это проходит мимо. У нас специально это сделано, чтобы люди не чувствовали, что они должны спрашивать. Так просто вся система устроена. Кто должен? Привет, друзья! Круто вернуться к работе после 2 недель карантина. Пока я сидел с короной, понятно, что больше, чем обычно, залипал в телефон, в том числе залипал, понятное дело, в свой директ. И там примерно треть, я как-то уже об этом говорил, треть сообщений – это просьбы о том, чтобы мы приехали, осветили какую-то проблему, просьбы о помощи. Отдельно про эти просьбы поговорим. Я обратил внимание, что часть людей, не получая быстрый ответ на свой призыв, начинают раздражаться и пишут: почему вы не отвечаете? Вы должны, вы обязаны. И я, вот видя такую реакцию, иногда стал отвечать. И ответ на мои ответы меня прям удивил. Люди пишут: вы должны, потому что вы известный человек, вы приедете, осветите и поможете. И я говорю: хорошо, вы же там на месте должны какие-то уже действия предпринять, там устроить какие-то акции, чтобы привлечь внимание, выйти в пикет, может быть, и там в прокуратуру пойти. И знаете, какой был ответ? Нет, потому что мы люди маленькие, к нам никто не прислушивается, а вот вы можете изменить ситуацию. Приезжайте и меняйте. Мы сделали достаточно, написав вам. Понятно, не только мне, но написав блогеру. И я задумался, с одной стороны, вот это странно, откуда это ощущение, что кто-то должен. А потом я стал дальше думать, окей, не блогер, кто-то другой, государство, да, мы же платим государству налоги, почему мы не у государства спрашиваем за не сделанное то-то, то-то и то-то? Вы знаете, что, например, если вы получаете зарплату в 30 тысяч рублей, вы как минимум еще 10 сверх этих 30 заплатили налогов, вы лично. А если вы больше 30 тысяч получаете, то еще больше заплатили. Почему мы не ставим вопрос более серьезно о том, что государство нам должно? Вообще, кто нам должен? Мы захотели сегодня про это поговорить. Что должны нам? Что должны мы? Кто именно и сколько? Это ведь прям такая важная тема, которая отделяет, условно, продвинутое западное общество от советского. Вот этот вопрос. Кто должен? Про Саянск мы узнали в апреле, когда местный мэр Олег Боровский пошел вразрез с решением президента о продлении изоляции из-за коронавируса и под свою ответственность решил поддержать малый бизнес и разрешил торговым центрам, фитнес-клубам и парикмахерским продолжать работать. То есть здесь было практически как в Швеции, ничего не закрывалось. Редакция про это рассказывала, и вот тогда Пивоваров пообещал, что мы обязательно приедем в этот город и посмотрим, как он живет при таком мэре. И вот мы в Саянске. Сейчас Саянск – это такой провинциальный сибирский городок, 40 тысяч населения. Многие до сих пор работают на предприятии. Здесь есть еще крупная птицефабрика. Но в целом население закредитовано, молодые семьи все на ипотеках. И с работой здесь, говорят, очень тяжело. Пенсионерам нормально, а тем, кто работает, плохо без работы. Работы нету. Видите, есть предприятия такие, что туда могут и не взять. В Саянске мне бы, наверное, лично, для себя. С ребенком, 50 я бы хотела получать. Угу. А сейчас сколько получается? Меньше, конечно, около 20. Уровень зарплат от пандемии ни грамма не снизился. Значит, средняя зарплата по городу у нас где-то в пределах 38 тысяч. Мы понимаем, как средняя зарплата считается, да? Я ем мясо, вы капусту, вместе мы едим голубцы. То есть, наверное, экономический кризис, он связан не с коронавирусом, а связан с нашим общим положением в Иркутской области, город-то дотационный. Вы ведь ведете прием людей, к вам приходят горожане? Мой телефон знает весь город. Они мне Правда? больше теперь звонят. Мобильный вот да, этот вот? мой номер, да.
Звонят и вечерами звонят, и днем, и утром. Что просят? А знаете, разные просьбы. Есть жалобы, есть действительно просьбы. Я вхожу в положение людей. Вот у нас ситуация была серьезная осенью, летом. И многие люди звонили, жаловались, что не могут попасть в больницу. Жалуются на работников ЖКХ. Вот вам пишут у вас на страничке: сосед шумит в гараже. Вы отвечаете этому человеку: давайте адрес, сейчас приеду. Это серьезно? Да, это было. Это у нас вот тут малоэтажные застройки. Ну, там конфликт двух соседей. Это самое страшное, когда соседи начинают конфликтовать. Да, я ездил. Да, убедил, говорю, ну не надо это делать. Но вы доведете друг друга до того, что, ну, не знаю, там, не хотелось бы этого, конечно, ну, до мордобоя, там, еще нервы же не у всех железные. Ну, зачем? Слушайте, ну а полиция же есть. Почему вам-то надо туда ехать? Полиция? Вот знаете, у Почему нас вам приходится решать одно эти время, вопросы? да, не в обиду будем сказать полиции, вот когда мы весной только вводили масочный режим, мы ходили по городу, контролировали. То есть полиция, и вот не смешно, но на одного полицейского выделял 2 спортсменов, чтобы полицейского не обидели. Я тут 2 недели, как уже рассказывал, просидел вынужденно дома. Естественно, продолжал работать, но поскольку свободного времени стало побольше, его нужно было чем-то заполнять, я, разумеется, обратился к онлайн-кинотеатру «Окко», где можно посмотреть несколько десятков тысяч фильмов и сериалов, в том числе последние новинки, о которых я сейчас и расскажу. «Русский рейд» — боевик российского производства с неплохо, даже я бы сказал, хорошо поставленными рукопашными боями и любопытным сюжетом. Ну, отличный аттракцион на вечер. Я посмотрел, могу порекомендовать. «Конференция» — игровой артхаусный фильм Ивана Твердовского про знаменитый, к сожалению, теракт 2002 года в Нордосте, на Дубровке. Я раньше на эту тему смотрел только документалки. Вот, наверное, первый игровой фильм, который вышел, и я его вам рекомендую посмотреть. Это сложное зрелище, но его посмотреть стоит, если вам интересна отечественная история и ее художественное осмысление. Еще одна картина прямиком из конкурсной программы «Кинотавра» «Глубже». Сатира о начинающем режиссере, который применяет свои профессиональные навыки для съемки кино для взрослых. Смешно, довольно смешно. Главное, что не пошло. Поэтому могу рекомендовать. И парочка фильмов, которые вскоре можно будет посмотреть на «Окко». «Опасный элемент» — биографический фильм про великих ученых Пьера и Марию Кюри, об их жизни, об их открытиях и об их любви. В главной роли Розамунд Пайк. «Побочный эффект» — российский фильм ужасов, что, согласитесь, уже звучит не банально. Что еще важнее, он не ужасно сделан. Даже, я бы сказал, неплохо сделан. Мне понравилось, что ужас там вызывают не скримеры, это когда тишина и вдруг а драма. История, которая лежит в основе фильма. Все, что уже вышло, и даже то, что планируется к выходу, вы сможете посмотреть, оформив подписку в ОККО на 45 дней всего за 1 рубль, вот по этому промокоду. Подпишитесь сейчас, и вам точно будет чем заняться в новогодние праздники. Когда мы все время ждем, что к нам приедет барин, барин нас рассудит, барин нам поможет, за нас все решит. Отсюда начинается все более и более растущее такое потребительское отношение к миру. Лакейское сознание сегодня делает все, чтобы обеспечить иерархию той пирамиды власти, в которой мы с вами сегодня пребываем. Напряжение в обществе растет. И, собственно, нынешнее руководство страны, оно пытается блокировать развитие, появление вот этих новых импульсов, новых интересов, новых групп, называя недовольных со своей политикой оппонентами, врагами, иностранными агентами. Кстати говоря, я хочу подчеркнуть, что я руководитель организации иностранного агента. Нас назначили. Да. Это важно, потому что иначе штрафовать будут. Мы последняя независимая социологическая организация в этой стране. А подходите, не бойтесь, не стесняйтесь. У меня мама, ей почти 90 лет. Она живет на 2-м этаже. У нее просьба не в том, чтобы дерево там, я не знаю, какое оно там, конечно, не сосна, а какой-то интересный там листья. Квартира какая? 255. Я уже обращалась в компанию «Дар». Они
сказали, что какая-то женщина против. То есть надо немножко его подпилить, чтобы был свет. Сверху Правильно. крону снять. Мы проедем, посмотрим. Хорошо. Вы же телефон мой знаете? Да. Мне просто неудобно было позвонить. Звоните. Кто-то может подумать, что вот это все разыграли, но Да, конечно, я подтверждаю, что мы просто вышли на улицу. Ну, а если вот она обращалась в управляющую компанию, те не отреагировали. Ну, выход куда? Ну, вот у меня тоже что-то не получается. Вот СТАСЭР, да, пример. это правильно, как Я вы обратился к Путину. Ну, а что делать-то? Ну, получили ТАСЭР, работа. Мы в центре Москвы, в Красносельском муниципальном округе. Площадь Трех вокзалов – это, наверное, самая узнаваемая достопримечательность этого района. Уже 3 года главой местного самоуправления этого округа является Илья Яшин. Молодой, амбициозный политик, оппозиционер. И вот он очень часто в социальных сетях жалуется на то, что местные жители часто требуют от него того, к чему он совершенно не имеет никакого отношения, чего он не может решить и на что он совершенно не может повлиять. Любой оппозиционер, который оказывается в тех или иных властных муниципальных структурах, с этим сталкивается практически с первого дня. К нему сразу выстраивается очередь из избирателей, которые идут со своими какими-то проблемами, с жалобами. При этом зачастую ждут, что у нас тут, значит, вот у меня под сукном лежит волшебная палочка, я ей взмахну, и все проблемы решаются. И зачастую очень обижаются, когда ты начинаешь объяснять, послушайте, вы приходите ко мне так, как будто я президент, и просите решить щелчком пальца какие-то проблемы, которые вообще находятся далеко за пределами моих полномочий. Вот вполне типичный пример. Житель округа, пенсионер, отдал все свои сбережения, это почти 500 000 рублей, биржевому спекулянту. Ну и деньги, конечно, пропали. Они мне говорили, что это все в основном выигрышно, но в итоге оказалось, что это все в основном это в минусах. И вы с этой проблемой, я понимаю, вы пошли к Яшину. Да, я был у Яшина, это уже больше года назад. Он мне конкретно ничего не обещал, поскольку он понимал, что это дело сложное. Знаю, что он человек, хоть он и оппозиционер, но он именно тот человек, который помогает людям. Поэтому я к нему пошел. Эта история не единственная. Приходит ко мне женщина пожилая. Я же, честно говоря, даже не помню, сколько ей было лет. По-моему, под 80. Прям, да, 75, что ли, 80 лет. И она говорит, вот я заплатила, сколько там, 1050, по-моему, с нее взяли. Но обещали, что вот там как-то значительно будет увеличена пенсия. Она поверила, заплатила. Что сделали эти мошенники? Они написали запрос в пенсионный фонд. По сути, они выполнили юридическую услугу. Они написали запрос в пенсионный фонд, получили ответ, что, значит, данной гражданке пенсия начисляется по такой-то формуле, сумма соответствует тому, что она должна получать. И вроде как я, с одной стороны, ей, конечно, сочувствую. То есть я понимаю, да, действительно, как можно пожилого доверчивого человека, как можно обмануть, развести на доверие. Но, с другой стороны, а как ты здесь поможешь? Там интересное продолжение было, насколько я помню. Когда она выходила, она так лукаво посмотрела на вас, сказала, а вот я собираюсь Путину написать, он поможет? Ой, это обычная история. Про Путина я практически на каждой 3-й встрече на личном приеме я слышу, историю про Путина, как мы обращались к Путину, как мы напишем Путину. И вообще, гарантом всего в понимании людей является Путин. Да, есть там плохие чиновники, есть мошенники. Есть Путин, и главное как-то до него донести нашу беду, и он обязательно поможет. И проблема просто в том, что он не слышит, у него не хватает времени все услышать. Я сейчас без слез постараюсь вас умолять, но на самом деле это трагедия, то есть просто трагедия. Мы понимаем. Анастасия многим памятна своим разговором с Путиным в марте, когда вы очень эмоционально и даже со слезами попросили его о помощи малому предпринимательству в начале пандемии. И хотел вас спросить, если бы он тогда вас при всей стране не пожалел? Мы понимаем. Мы бы сейчас сидели в вашем кафе, или бы оно уже закрылось? Пожалел? Такой вопрос сложный. Что такое пожалел? Вы знаете, дело в том, что Андерсон не получил от государства ничего. Никакой помощи. Мы были теми, кто не получил ничего. И это не связано с тем, что не помогли лично нам, да? А мы просто попали в ту прослойку, которая не получила ничего. Мы не попадаем в реестр малого и среднего бизнеса,
потому что там есть ограничения по количеству людей, которым мне так и не удалось пока победить. И несмотря ни на какие У вас там... больше? Да, там ограничение 250 человек. То есть, когда у тебя 251 человек, ты приравнен к государственному «Газпрому». У вас было несколько пунктов в том, о чем вы его просили в марте. Что-то из этого сделано? Нет. Меры, которые были изложены вчера, они же не просто подошел, сел перед камерами и начал... Царь добрый, бояре плохие. Потому что Путин – это место проекции массовых ожиданий, справедливости, защиты, там, величия государства и прочее. Это вот тот уровень коллективных представлений, которые определяют чувство гордости и самоуважения массового человека. И это как раз идет от гомо советикуса. В том числе, конечно, да, именно. Откуда появилось вообще это словосочетание? Это приписывается замечательному философу Булгакову. Именно он, страшась, описывал типа солдат, типа крестьян, которые с его точки зрения пришли и в буквальном смысле растоптали все, что происходит вокруг. Советский человек как новый тип нового человека, он сформирован всей коммунистической идеологией. Он в этом смысле он продолжил некоторую риторику или философию модернизма, футуристов, националистов, которые мечтали о том, что новый век, 20 век и новые изменения, появление техники, больших городов, массового общества, оно создаст новый тип человека. Те, кто становятся рабами, как говорят психологи, внешнего локуса контроля, те начинают в буквальном смысле конструироваться как грядущие хамы, и то, что мы сегодня с вами описываем иногда homo soveticus. Здесь и первая особенность грядущего хама – это культ центра рождает культ личности. Вторая особенность, как в «Белой горячке», поиск образа врага, то третья особенность – вспомните формулы «сиди и жди», «придумают вожди». Как я вышла замуж, мы с мужем вдвоем принимали решение, где осесть. И вот мы, когда сюда я приехала, здесь был всего-навсего один маленький, часть первого микрорайона. Вообще ничего не было, была тайга. И вот этот город, все земляные работы проводились моим мужем. Все благоустройство делал мой муж. Вот этот дом возводил мой муж. Усоветска такая типичная для советских городов история. В 70-х годах здесь построили большое химическое производство. Под это производство силами комсомольцев, как тогда было принято, построили город. Сюда приезжали люди со всего Советского Союза, потому что здесь можно было устроиться на работу, на стройку или на предприятие и получить за это отдельную квартиру, соцпакет и жить. Месяцев через 8 или 9 ли нам дали от завода однокомнатную квартиру. Вот в этой однокомнатной квартире мы прожили 6 лет, у меня уже было 2 детей. В конце концов мы получили 3-комнатную квартиру. Здесь? Вот эту квартиру, да. И в этой квартире я уже живу 33 года. Вы проработали на своем заводе 35 лет, правильно? Да, 34 года. Точнее, если. Вам не кажется, что, глядя назад, вот на те времена, государство все за вас решило? Оно решило, в какой квартире будете жить, в каком городе, как вы будете где работать? Вот вы говорите, что государство за меня решило, да? Но государство мне и дало. Оно же мне дало бесплатно обучение. Я стала неплохим инженером, знания которого я до сих пор использую. Оно мне дало квартиру. И квартиру достойную квартиру. Квартплата была, я сейчас скажу, вы в осадок выпадете. Я вот за эту квартиру платила 9 рублей 90 копеек. При зарплате какой? При зарплате у меня была зарплата 125 рублей.
меня в руках вы видите страх многих ведущих, испачканную рубашку. Когда мы снимали интеграцию про винный холодильник Мили, я пролил на себя немножко вина. Многие ведущие возят с собой сменную одежду как раз для таких случаев, и у меня при себе была белая футболка, но здесь, в фирменном магазине Мили, оказалась флагманская стиральная машина V1 Passion. И сейчас я сделаю то, что обычно делать не рекомендуется. Я закину стирать всего одну единственную рубашку. Благодаря опции Single Wash стирать в V1 Passion можно хоть одну пару носков. Главное не забыть добавить опцию Single Wash к программе стирки. Управление этой стиральной машиной такое же, как у смартфона. Листаем меню, выбираем программу, ставим температуру и прочие функции. И все. Я сейчас выберу смешанную программу. На стирку идет всего 39 минут. Ну, запускаем. Кстати, для меня всегда была проблема понять, какое средство нужно использовать и, главное, в каком объеме использовать. С этой стиральной машиной такой проблемы не возникает, благо есть фирменное средство Ultrafast и специальная система Twin Dose. Она автоматически дозирует моющее средство в зависимости от объема загрузки и степени загрязнения и подает его в оптимальный момент времени и в нужном соотношении. Ну вот моя рубашка и постиралась, осталось ее только высушить, и в этом нам поможет сушильная машина T1 Passion. Кстати, лично я люблю, когда после стирки от одежды приятно пахнет. Эксперты Мили подсказали, что в сушильной машине есть технология Fragrance Dose со специальным ароматизатором, который придает белью приятный аромат после сушки. Сами ароматы для Мили производит семейное предприятие на юге Франции, которое занимается разработкой ароматов с 1871 года. Еще у этой сушильной машины есть функция, которая понравится тем, кто, так же как и я, не любит заниматься глажкой. Steam Finish. С ней нельзя забыть про утюг окончательно, но она значительно облегчает глажку одежды. Ну вот, кристальная чистота и очень приятный аромат. Все благодаря этому тандему V1 Passion и T1 Passion от Мили. Узнаете о других технологиях Мили, перейдя по ссылке в описании. В 2000 году на вопрос, что, по-вашему, характерно для исторического пути, по которому шла страна в советский период, в 2000 году 37% россиян говорит «забота государства о простых людях». В 2008 году 29%, то есть падает это вот в первое путинское десятилетие, падало количество людей. Но в 2019-м 59%, резкий подъем. Ощущение людей, что при Советском Союзе была справедливость и государство заботилось о простых людях. О чем, по-вашему, этого говорит? О том, что советский человек как-то расцветает внутри современного россиянина? Ну, возрождаются те слои и те предструктуры представлений, которые характерны, конечно, для позднего советского времени, брежневского времени. Это компенсаторные вещи, связанные с недовольством настоящим положением вещей. Дело не только в том, что власть сама по себе становится все более репрессивной и консервативной, но это отвечает и выходу на поверхность типа человека, очень авторитарного, консервативного, боящегося изменений, нуждающегося, по его мнению, в заботе со стороны власти. С 22 апреля этого года мы открыли памятник Владимиру Ильичу Ленину. Этого года, 2014 Да, года. в этом году для всех это было, моих коллег, таким сюрпризом, потому что обычно везде все сносят, всех ругают. А я считаю, историческая справедливость, город Саянск был основан в 70-м году. Так. 22 апреля была закладка первого камня в честь столетия Владимира Ильича Ленина. День рождения, получается. Да. Ну а в этом году городу Саянску было 50 лет, соответственно, вождю пролетариата было 150. Ну и по просьбе наших ветеранов, жителей, всех общественных организаций поддержали все, что нам нужен памятник Ленину.
раньше, вот, допустим, как жили, да, люди жили дружно, все равно там как-то больше общались между собой. Сейчас идет гонка за, ага, у того лучше, тот он старается. Ну и больше они как-то замыкаются в своей квартире, в своем вот этом собственном, ну, семейном уюте, да, кругу. Рубль, допустим, да, раньше, да, на рубль можно было и купить что-то в магазине, да, а сейчас на данный момент там, в пакете ты там купишь колбаски, там того-сего, и оно вроде и не ощущается. Как-то То так есть деньги улетают, не хватает. Как и ветер, да. А какой у вас достаток на семью вообще в месяц получается? Ну, как-то мы не считали. У него ипотеки он как бы получает сразу. Да, Я вот уже сразу отдаете деньги за ипотеку. мы вот сюда вот переехали, ипотеку взяли. Ну, материнский И, капитал. ну, как бы. буквально, наверное, 2 года еще успеваем, пытаемся как-то ремонт сделать. А государство как-то вообще... Вот вы многодетная семья, как вам помогает государство? Ну, есть льготы. У нас получается на Ванечку, ну, на всех эти лекарства. Ну, Нет, это, не мама, на это всех, больше, не только всех. на Ваню. Ну, бесплатное питание сейчас в школах. Люди сами не пытаются решить. И менталитет у нас другой. И наши все основные считают, что они столько много отдали государству, столько много всего принесли, что государство обязано их кормить, поить, там, все прочее. У нас все считают, сколько заработали на руки, а сколько работодатель заплатил за это, за нее. То есть это не счетово, это же не моя зарплата, это государство забрало. А раз оно у меня забрало, то пусть оно будет любезно, оно мне вернуть назад и лечить меня, и учить меня, и содержать меня. Вы понимаете, сколько с вашей зарплаты идет налогов государству? Ну, вообще 13% идет налог в государство. Я посмотрел, что в 2018 году аудиторская компания PricewaterhouseCoopers посчитала, что в среднем, если сложить все налоги, которые россиянин в течение года платит государству, будет аж 46%. Вы согласны с такой оценкой? На самом деле гораздо больше, потому что, корпорации в общепринятом смысле не являются налогоплательщиками. Все налоги, которые поступают в государственный бюджет, они так иначе от людей исходят. Все разговаривают про подоходный налог 13%, и это люди еще как-то понимают, что они платят. Не понимают, что на самом деле там еще много вот этих, что страховые взносы, там, пенсионные, медицинские и так далее. Это платит работодатель, поэтому это проходит мимо. А на самом деле это большие деньги. В итоге, если суммарно, то у нас налогообложение там 40... там у нас хитрая шкала, она там агрессивная, зависит от того, сколько вы получаете. Но это точно больше 30% люди платят. Там кто как. То есть, получив 30 тысяч рублей, я на самом-то деле мог легко заработать и 50 в текущем месяце. На самом деле. Да, если бы вы ушли в несознанку и сказали, что вот я с этим государством дел не имею. Да, я имею в виду, то есть 30 тысяч на руки я должен понимать, что я отдал государству, 10, 15, а то и 20 тысяч с этих, плюс к этим. Да, но одна из самых больших проблем перехода к новой рыночной экономике заключалась в том, что в России никогда не было, в Советском Союзе никогда не было никаких налогоплательщиков. Вот люди ходили на работу и получали деньги уже чистыми, что называется, за вычетом. Слово «налог» встречалось в основном в теоретических разных экономических описаниях. Люди, в принципе, об этом знали, но в голову им это, если приходило, то очень редко. То есть люди не были осознанными налогоплательщиками. Работодатель, я считаю, должен платить налог на прибыль, если она у него получилась. Должен платить налог с продаж, если они занимаются торговлей, или акцизы, если они занимаются торговлей вредом или другими подакцизными вещами. А налог на доход должен платить сам человек, потому что он за это и будет спрашивать государство. У нас специально это сделано, чтобы люди не чувствовали, что они должны спрашивать. То есть, как только я буду сам отдавать свои кровно заработанные деньги, у меня появятся вопросы. Да, куда они идут. Здесь тоже схема такая, что работодатель платит на круг 13,8, но основные деньги платит, понятно, сотрудник.
То есть в Англии, где вы сейчас живете, у людей есть ощущение, что они из личного кармана финансируют государство? Абсолютно. Ну, то есть, как бы здесь многие ненавидели Тэтчер, фраза, что нет государственных денег, есть только деньги налогоплательщиков, она как бы проняла всех. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money. Есть такой замечательный персонаж, хабаровский губернатор новый. И вот он как раз, выступая не так давно, что-то такое подобное и сказал, что нет никаких денег налогоплательщику, то есть обратное то, что в свое время сказала Тэтчер, нет государственных денег, есть деньги налогоплательщику. Господин Киселев вывернул это обратно совершенно, да, что нет. Он сказал, вот когда вы налог платили, это там были ваши деньги, а теперь ваших денег нет, а есть только государственные. Не надо вот этого. Народных денег уже давно нет. Они есть бюджетные деньги. Народные они, когда человек налоги платит. Если мы посмотрим на классическую такую английскую картинку времен после славной революции конца 17 века, налогоплательщиков было не очень много. Эти налогоплательщики добились права контролировать расходы короны под тем простым предлогом, что это наши деньги. Мы даем их тебе, король, на то, чтобы ты что-то для нас, для всех делал. И вот эта сделка между баронством и короной периода славной революции, это, по сути, начало современного парламентаризма, когда налогоплательщики, то есть вот те, кто вносил эти деньги, добились права контролировать свои собственные деньги, то есть вносимые в качестве налогов. Вот есть две модели взаимоотношения, в широком смысле, общества и первого лица. Есть условно английское, и есть российский подход. Это дано Богом, Бог высоко, царь далеко, мы люди маленькие. Вы, мне кажется, рассуждаете скорее как англичанка. Да, это правда. Это правда. А страна живет скорее как то, что вы рассказываете, второе. Например, я не хочу, чтобы на мои деньги содержали корпорацию МСП. Я считаю, что это совершенно бессмысленная какая-то трата этих денег. Я не понимаю, почему на налоги, которые я плачу, содержится ведомство, которое приходит и меня кошмарит. Мне странно это. Предприниматели просто это понимают, потому что они эти деньги сами платят. Вот знаете, вот совсем недавно была Дума у нас. В четверг. Там одна из предпринимательниц, она у нас депутат, подняла вопрос: Олег Валерьевич, как нам тяжело, как очень тяжело платить налог на имущество. Вот мне за год, за 19 насчитали 100 тысяч. Я не знаю, как мне быть, как там все, я должна пойти в банк, платить это. Сделайте еще больше, будут прятаться, совсем прятаться, в тень уходить. Тогда я вспоминаю 90-е годы. Мы кредиты брали под 180% годовых. Сейчас кому-нибудь из нашего бизнеса скажи. Так у вас же у самого в 90-е были проблемы с уплатами налогов. Несколько раз заводили дела. Тогда дела, давайте так, до кого только не заводили. Самая большая сумма неуплаты налогов была 300 тысяч. По тем временам это сущие копейки. Это была принципиально любовь ко мне налоговой полиции. Во-первых, до суда дело не дошло. В досудебном порядке мне мозгов хватило заплатить это 300 тысяч, и на этом мы дружно расстались. В Америке есть одна история, которая мне очень нравится. Эта история называется tax rebate или возврат налогов. И осуществляется он в тех ситуациях, когда у государства по тем или иным причинам появляются лишние деньги. Оно в таких случаях что делает? Оно либо выбирает тех, кому деньги эти вернуть, лишние деньги, либо присылает чек. Уважаемый такой-то, такой-то, вот у нас появились деньги лишние, вот возьмите. Они нам не нужны, мы их не можем... А как выбираются эти счастливчики? По-разному. Это могут быть молодые семьи, я не знаю. Что самое смешное, что в наших условиях те деньги, которые
государство не может, не в состоянии использовать, то, что называется там профицитом, потом в каких-то условиях становится частью Фонда национального благосостояния. Но есть еще одна смешная практика, она называется практика размещения временно свободных остатков бюджетных средств среди коммерческих банков. То есть нашими деньгами управляют без нашего ведома, и мы с этого ничего не имеем. Да, ну, наверное, мы с этого что-то имеем, поскольку проценты возвращаются в бюджет. Но это общеизвестно, что, во-первых, Министерство финансов и подразделением, которое является казначейством, не должно заниматься подобного рода деятельностью. Это какое-то странное. И деньги надо бы, наверное, было вернуть налогоплательщикам, таким образом используемым временно свободные остатки. На самом деле, это, конечно, это тема, которая сейчас во всем мире очень сильно обсуждается, потому что далеко не только в России такой подход, когда начинает требовать больше от государства, особенно в кризисе, который сейчас вот, наверное, с пандемией, то же самое было в Великую депрессию, потом во время войн и так далее. Роль государства резко вырастала, и потом, на самом деле, не снижалась обратно. Есть такой простой философский подход, которому уже там пару столетий. Он заключается в том, что если люди голодные, ты можешь дать им рыбу, а можешь дать им удочку. И это правильный подход. То есть я свою роль вижу в том, чтобы людям разъяснять их права и учить эти права отстаивать через апелляцию к органам государственной власти, правильно оформленную, через там судебное разбирательство там, и так далее. Мы сейчас идем на объект строительный. Значит, здесь строят дом, такая одна из самых горячих точек в нашем районе. Жители всех окрестных домов абсолютно возмущены тем, что здесь возводят две огромные башни. И мы много проводили встреч на эту тему. И пишут письма, и приходят по этому. Пишут письма, да, но почему этот объект такой интересный? Потому что это очень показательная история. Люди приходили ко мне в кабинет и писали письма. Я объяснял, что, ребят, я как бы готов вас поддержать. Мы там и сюжеты делали, я запросы депутатские готовил. Ага. Я говорю, для того, чтобы эту стройку остановить, вам надо выходить на улицу. Потому что если вы на улицу не выйдете, ну, как показывает практика, да, вот в Москве так это работает. Если люди не выходят на улицу, если вас не услышат, то строительные олигархи все равно как бы продают. Потому что это вопрос больших денег. Ну да. Ну вот, как видите, люди на улицу так и не вышли. И в итоге стройка продолжается. Все-таки надо учесть, что тот опыт, который отложился в сознании, стал нашей бессознательной частью нашего коллективного сознания. Это опыт приспособления к репрессивному государству. Это никуда не делось, это осталось. Ощущение тотального насилия, оно сохраняется очень глубоко. Проявление инициативности, ответственности, желание чего-то изменить, оно вызывает страшное сопротивление и раздражение, как нарушение вот этой конвенции всеобщей повязанности. Предприятия малого бизнеса в Саянске в основном сконцентрированы в сфере услуг. И вот таких вот парикмахерских, как Марафет, буквально на 2-3 кресла, в этом городе довольно много. И выжили они именно благодаря решению мэра не закрывать весной парикмахерские и разрешать им принимать, хоть и с большими ограничениями, но все-таки принимать клиентов. Вы когда сняли это помещение? Это помещение мы сняли в июне вот этого года. Как раз в самый разгар вот этой вот всей пандемии, вот этого вот всего. Сколько стоит аренда? Аренда здесь 25 тысяч. Плюс, плюс охрана 5 тысяч и плюс счетчики в районе 3 тысяч рублей. То есть в общей сложности сколько вы платите? Ну, примерно вот 33 тысячи. 33 тысячи. Да. А сейчас какое финансовое положение? Вы в нули хотя бы вышли? В нули. Да. Пока в нули. Но зарплату вы приносите какую-то домой? Ну, конечно. То есть вы зарабатываете как парикмахер, но как владелец бизнеса нет, пока еще не зарабатываете. А в каком районе ваша зарплата, можете сказать? В каком районе? Ну, скажу так, от 30 тысяч это однозначно. Ну, скажем так, от 30 до 50. Много людей, которые хотят свой бизнес открыть и открывают вот в вашем окружении? Много людей, да, кто хочет работать на себя. На себя. Да, много. Но не все рискуют
это как-то вот, ну вот прям начать. А не было у вас желания каким-то бизнесом заняться? Это надо какую-то хорошую идею. Это вот будет, конечно, очень сильный риск. Сейчас, не знаю, трое рисковать детей. никак не Сейчас получится. учиться надо будет тоже, Тем жилье какое-то. более, может быть, если бы не было там долгов, там, той же ипотеки с кредитом, то да, можно было бы что-то, опять же, брать какой-то кредит изначала, чтобы начать. А так нет, конечно, это очень рискованно. У вас довольно пустынно сейчас. Это очень тяжело, когда такая обстановка и атмосфера. Как вам Беглов с его инициативой? Я считаю, что для Питера это смертельно. Ну, просто смертельно. И еще я считаю, что это как раз вот это вообще насмерть дискредитирует власть. Ну, то есть, понимаете, самое ужасное в этом решении, это даже не то, что оно вот такое вот принято. Самое ужасное это то, как оно принято. Что никто не вышел и не сказал людям, что давайте поговорим. У нас есть вот такая проблема, нам надо ее решить, давайте попробуем решить ее вместе. И на самом деле Москва уже научилась это делать. Правда. А Питер нет. То есть они просто, они берут и издают с утреца какой-нибудь указ прелестный. И дальше с этим надо как-то жить, вот этим людям, которым туристы поедут, которые все продали этим туристам. И это оскорбительно, что власть может себе позволить так себя вести с предпринимателями. Работа в течение 20 лет предпринимателя, она помогла мне ценить рубль заработанный. Ведь нам тогда никто не помогал. Мы сами. Есть еще такая ваша цитата. До 2014 года в устах народа был обыкновенным барыгой. Ну да, у нас же люди такие, а кто он? Вот, торгаш, барыга, торгаш, вот, ко всем. Большинство. До сих пор? Ну да, потому что, расслоение народа. Вот пусть меня называют хоть и там кем бы я ни был, но никто не поймет, и нынешних предпринимателей никто не поймет, что они работают, не считая своего времени. Он же на работе постоянно, с утра до ночи, он крутится, у него рабочий день не ограничен, он всегда думает, да, понятно, он хочет заработать, но для того, чтобы заработать, нужно быть в движении. Сидя на стуле, ты ничего не заработаешь, ты должен шевелиться, должен искать. Если ты живешь лучше, чем кто-то, значит, ты украл. Никто не может поверить, что можно ведь заработать. И можно, и нужно работать, и пахать для этого в бизнесе. К бизнесу тоже довольно дифференцированное отношение. Крупный бизнес действительно вызывает подозрение и антипатию, такую зависть, смешанную с моральным осуждением, потому что крупный бизнес – это аффилированное с государством. Понятно, что на пустом месте это не возникает. Это не Билл Гейтс, наша олигархия, связанные с властью. А вот мелкий и средний бизнес не вызывает никакой антипатии. Напротив, к нему отношение вполне разумное и скорее терпимое или даже позитивное. А вы часто сталкиваетесь с тем, что люди, те, кто хочет прийти к вам на работу или просто зачем-то к вам обращаются, что у них есть ощущение, что вы что-то должны, поскольку вы предприниматель, у вас с деньгами все хорошо? Должны. Нет, но у меня постоянно есть такое ощущение при любом общении с властью, что мы что-то должны. Вот в эту сторону есть. Так просто вся система устроена. То есть при любой ошибке, например, что-нибудь там налоговая с пенсионным фондом не зачла, что-нибудь где-нибудь потерялось при куда-нибудь переходе, да, и разница в какие-нибудь 3 копейки, она все время трактуется не в пользу предпринимателя. То есть тебе раз и заблокировали счет. То есть у них всегда есть крайний, который оказывается виноват. Я вообще никогда ни от кого не ждал, что мне что-то должны дать. Вообще никогда ни от кого не ждал. Когда государство начало платить нашим сотрудникам по 2500, закрыв нас на локдаун, я счел эту ситуацию в целом достаточно извращенной. То есть мы бы хотели работать и платить сами, но нас работы лишили, с одной стороны, лишили нас свободы, это плохо. С другой стороны, в целом
я никогда не получал от государства ничего подобного. Если тебя целуют в задницу, как говорил Жванецкий, царство ему небесное, то рано расслабляться, может быть, это просто смазка. Если у кого-то есть безусловный базовый доход, то кого-то, безусловно, грабят для этого. Безусловный базовый доход – это одна из таких модных экономических концепций, которые в последние годы довольно часто обсуждаются во многих странах. Впервые эту идею выдвинул еще аж Томас Мор, великий экономист в XVI веке, в своей классической работе «Утопия». Это действительно кажется утопией. То есть в чем суть? Государство тратит довольно большие силы и средства на то, чтобы определить, кому нужна социальная помощь и какая. Ну, это много людей, там они проводят какие-то работы, изыскания, составляют таблицы, кому сколько, это все стоит денег. И вот есть такая идея, что вместо этого государство обеспечивает всех граждан, всех, базовым доходом, обязательным и неизменным. Что бы ты ни делал, ты получаешь условные там, ну, скажем, 5000 рублей или там 8000 рублей. Неважно сумма, но их получают все. И, понятное дело, в России это всерьез никогда не обсуждалось, но в Европе, в Германии, в Швейцарии, недавно вот в Финляндии проводятся эксперименты с отдельно выбранными людьми, их обеспечивают этим базовым доходом и смотрят, что получится. Мы не сразу, кстати, нашли одного из участников этого эксперимента, его зовут Юхха Ярвинен, он, как вы слышите по звучанию фин, живет в небольшом финском городе Курика. Мы с ним связались и спросили, каково ему, ничего не делая, получать деньги ни за что. Где-то 28 декабря 2016, когда принесли почту, я побежал к ящику и увидел, что мне пришло письмо от Управления социального обеспечения Финляндии. Я открыл его и понял – меня взяли. Для меня это было словно выиграть в лотерею. Самое большое преимущество в базовом доходе заключалось в том, что он стал для меня своего рода опорой, помог мне прикрыть спину. Я мог быть уверен, что у меня будет еда и все основное, и мне не нужно думать, где искать деньги на жизнь. Я мог сосредоточиться на развитии своего бизнеса. Поэтому думаю, что эта система выгодна для всех. Я бы сказал, что принцип универсального базового дохода должен быть причислен к правам человека. Этот подход, он как бы находит, с одной стороны, такой отзыв в сердцах людей с точки зрения того, что социальной как бы справедливости и так далее, что просто это как бы такой правильный подход, что людей должны как бы достойно какой-то жизнь с экономической точки зрения. Люди как бы все этого заслуживают. У этого подхода есть две большие проблемы, которые обсуждаются, почему эксперименты делают. Одна, что все боятся, что если начать людям раздавать деньги, то люди перестанут работать. Потому что зачем работать, если у меня есть так есть деньги? Логично. И вот, но на самом деле, вот это звучит логично, но оказывается, практически все эксперименты, которые проводятся, они на это именно смотрят, и почти все эксперименты показывают, что эти опасения на самом деле, во всяком случае в экспериментах, не подтверждаются. А проблема там другая. Проблема заключается в том, что в нормальных развитых странах, если посчитать, сколько надо денег на то, чтобы ввести систему базового, безусловного базового дохода, которая покрыла бы все население, то это оказывается совершенно неподъемные деньги. Это гигантские деньги, которые в текущей экономике с текущими ставками налогов просто невозможно. Я смотрел выкладки, что применительно к России это будет сопоставимо или даже немного больше, чем вся доходная часть бюджета годового. Да, то есть это означает, что просто, в других странах это похожая вещь. Надо просто увеличить сколько собираемость налогов в два раза. Но это не пройдет бесследно для экономики. Поэтому, то есть, скорее всего, оно ее просто погубит. Я пережил кризис 98-го, пережил 2008-го. Тогда это же было так. Мы вечером спать легли, вторник, да, черный, который 98-й. Вечером спать легли, 6 рублей доллар. Просыпаемся. И началось 15, 18, 20, 30. Дожили. Опять же, он долго был 30-35. Сейчас опять уже 76. Скажите, а вот для вас 90-е годы были чем-то таким жутким, или это было время возможностей? Как вы для себя вспоминаете? Знаете, это было все вместе. Это было что-то такое сложное, что-то такое, что учило и научило цепляться зубами за любую малейшую возможность
научило сопротивляться всему. Вот это время научило надеяться на себя, на самого себя, на близких друзей, не на государство. Мы надеялись, когда мы начинали этот проект исследования советского человека в 1989 году, мы полагали, что в силу демографических причин этот тип уходит. Но уже вот к середине 90-х годов, а потом еще более выразительно это стало заметным с приходом Путина, явно совершенно, что этот человек воспроизводился. Произошла уже некоторая смена поколения, а молодежь воспроизводила все эти черты. Имперское настроение, ожидание от власти, заботы и презрение к власти, неуважение власти. Это вот единый комплекс такой. Почему, как вам кажется, в 90-е не удалось этот человеческий тип и эту философию изжить? Потому что все убивали людей, бегали голые. Не доделали чуть-чуть реформы. Нужно было вместе с КПСС запретить КГБ, все то же самое сделать, рассекретить архивы. И пока была возможность, и пока была вера в Ельцина, провести реформу МВД, сделать, декоррумпировать ее, не только убрать полномочия, что было сделано, а декоррумпировать и повысить и престиж, и зарплату этой работы. То есть они не очень профессионально были сделаны, не очень концептуальные реформы. А плюс ужасно не повезло с ценой на нефть. А тоталитаристам, которые пришли потом, повезло. И вот кто мог, у кого были деньги на реформы любой степени сложности, так это у Путина. Небольшой культ просвет, который происходил, начиная с 1986 года, и краткий период длился, он был настолько мал, что переделать психотипы он не смог. И сегодня, в буквальном смысле, мы с вами живем в мире победившей мобилизационной иерархической вертикали, где востребован донос, где востребован надзор, где контроль господствует над развитием. Но тогда, если я вас правильно слышу, несмотря на всю мрачность того, о чем вы сейчас говорите, в общем, картина-то в конце довольно светлая, потому что новое поколение неизбежно сменит старое, эти умрут, те повзрослеют, и таким образом все это развалится. Я правильно вас слышу? Я являюсь эволюционным оптимистом. И в этом смысле я думаю, что если не удастся, я не знаю, надеюсь, вы это увидите. Про себя я думаю, только вот жить в эту пору прекрасно. Не придется ни мне, ни тебе. Но вместе тем, сейчас это происходит. Вы абсолютно правы. Кипение. Сейчас, если раньше была борьба идей, то, простите, сегодня борьба платформ. Я имею в виду цифровые платформы. Борьба социальных сетей. Наши дети уходят в сети. Они начинают идти своими путями. Поколение, мне кажется, оно не определилось. Оно говорит, что мой Навальный лучший друг. Потом, когда идут гонорары, и уже, видимо, продюсер, который очень хочет телевизор, говорит, давай также спой, что Путин лучший друг. Это будет тоже как бы смело. Вот. Вот. И так далее. То есть... Но гаджеты делают свою прекрасную работу. Так как есть доступ к информации, то еще не все потеряно. У русских людей обостренное чувство справедливости. Я это всегда знал, но чем ты больше с людьми общаешься, тем ты больше понимаешь, что это значит на практике. Это очень хорошая такая социальная среда, которая может вот дать нормальные плоды. Главная проблема, мне кажется, в том, что... Это, наверное, кстати, парадоксально, но при всем при этом
никуда не делась вот эта вот надежда на доброго царя. Ну, мы фиксируем и возникновение нового типа человека, ответственного, то, что называется современный человек. Чем он отличается? Он, во-первых, он любопытен, он инициативен. Его отличает не установка на уничтожение другого врага, не подавление его, а на компромиссы, договор, на самостоятельность и, самое главное, ответственность. Он не ксенофоб, он не имперец. Он воспринимает настоящее как норму и хочет работать и жить в этой норме. Оказалось, на самом деле, во многом, что российский бизнес, он гораздо более адаптивный, чем мы о нем думали. То есть все очень быстро перестроились и научились как-то вот в этой ситуации научились работать более-менее нормально. Поэтому вот гибкость российской экономики оказалась выше, чем мы думали, и это положительный момент. Видимо, закаленные предыдущими кризисами в нашей стране люди быстро как-то смогли выживать, не впервой. Старый советский принцип «хочешь жить, умей вертеться», он пригодился странным образом в новой ситуации. Да, слушайте, в нашей стране этот принцип, он каждый второй, третий год приходится такие проблемы решать. Просто в этот раз получилось, что не только у нас проблемы, но еще у всего мира одновременно. Поэтому все обратили внимание на это. Но если посмотреть, слушайте, у нас за последние 20 лет это там, не знаю, 4-й масштабный кризис. Нас сейчас может спасти только праздник. То есть вот чуть-чуть выдернуть вот из этой безысходной тоски может только праздник. И он должен быть. Несмотря ни на каких губернаторов. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Я хотел бы в завершении вернуться к своему директу, с которого начинал этот выпуск, и сказать одну важную мысль, что то, что люди так много пишут известным людям и просят их о помощи, это, конечно, не проблема этих людей. И это в первую очередь свидетельство того, что в государстве не работают какие-то важные инструменты, как принято говорить. Потому что мало кто, согласимся, рассуждает так. Вот у нас тут есть проблема во дворе, в доме, в подъезде, неважно. Проблема не решается, поэтому давайте-ка я на ближайших выборах поменяю мэра, поменяю губернатора, поменяю президента, и новые люди придут и решат эту проблему. Так мало кто рассуждает. У нас в основном люди, мы сами ищем, к кому обратиться за помощью. И можно, конечно, сказать, что это проблема яйца и курицы, что люди сами создают такую ситуацию, но для меня здесь нет никакого вопроса, что первично, что вторично. Конечно, первично – это отсутствие институтов и неверие людей в институты. А неверие проистекает из того, что люди прекрасно знают, что институты не работают. И поэтому я бы очень не хотел, чтобы какая-то мысль из прозвучавших в этом выпуске прозвучала упреком в адрес тех людей, которые вынуждены просить о помощи, в том числе блогеров. Вместе с тем, я надеюсь, мы все прекрасно понимаем, что никакой блогер, никакой селеб, никакой известный человек, даже если он очень сильно будет стараться помочь, никогда не заменит работающих институтов. Например, института свободных выборов, через который мы все можем и, на мой взгляд, должны влиять на то, как у нас идут дела или не идут. Это редакция. Комменты, лайки туда. Скоро увидимся.